Здравствуй, зритель-смотритель. Ну что, вторая часть, давай посмотрим. В планах данного гайда это совместное прохождение основной цепочки квестов, которую нужно пройти обязательно, хотя бы на одном персонаже. Если нажать кнопочку О на английской раскладке, то вылезет список заданий. Давайте быстренько по ним пробежимся. Первая вкладка «Текущие задания». Тут будут отображаться все принятые вами задания. Основное, то, что нам предстоит пройти. Рекомендуемые, это уже попозже. Но здесь есть вкусняшки. Расширение инвентаря. Питомец лучший друг. Повторяемые. Задания, которые обновляются раз в день после 12 часов по Москве, либо еженедельный. Вкладочка «Новые задания». Обратите внимание, тип заданий. Включить все типы заданий можно после 20 уровня вашего персонажа. Что мы получим за прохождение основной цепочки заданий? Во-первых, это будет доступ к другим заданиям. Не пройдя один квест, вы не получите второй квест. Да, милая. Все так и будет. Нажав ЛКМ на задание, здесь можно выбрать путь к цели. И автопуть вас поведет в нужную локацию для выполнения заданий. Привет! Я вам не буду показывать полное прохождение заданий, но ключевые моменты обязательно вы увидите в видео. По опыту 3 сезонов персов могу сказать, что на них вам предстоит пройти определенную цепочку квестов. Если посмотреть на эту иконку «Сезонная подписка», у нас сейчас идет зимний сезон, который начался 22 декабря, то вам предстоит сделать определенные задания для того, чтобы получать награды по сезонной подписке. Плюс есть подписка Черного Духа, это донат. Сезонный персонаж ничем не отличается от обычного. У него есть доступ на сезонный сервер, и он может одевать только сезонные или квестовые вещи. Для новичка сезонные вещи – неплохой шаг к развитию вашего персонажа. Двигаюсь постоянно по автопути. Привет! Если вы первый раз в игре, старайтесь подходить ко всем NPC, которые вы видите. Тем самым мы повышаем знания нашего аккаунта. Если нажать кнопочку H, то у вас вылезет следующая панель. И по мере прохождения и изучения мира Black Desert, она будет у вас пополняться. Black Desert — это огромный мир, который разделен на территории. Я вам покажу порядок территорий по мере их появления в игре Black Desert. Территория Баленоса, начальный этап. Территория Серендии. Территория Кальфиона. Территория Медия. Большая пустынная территория Валенсии. Территория Камасильвия. Территория Дригана. И последняя добавленная территория Аделиты. Плюс есть океанская территория. Здесь также имеются острова, где можно фармить мобов. Помимо поверхностной территории для охоты на монстров, еще предусмотрены несколько подземелий. В пустыне есть 2 портала. Один из них приведет в Гистрию, второй в Анакреон. К Ратуке можно пройти через портал Утес Хас. И подводные территории. Пещера Проти, подводные руины Секрая, которая разделена на 2 уровня сложности. Карта у вас будет открываться по мере прохождения и знакомства с NPC. В игре Black Desert нет типичных телепортов для того, чтобы перемещаться по территории. Все перемещаются на конях. Есть несколько видов телепортов. Это карта путешественника и гильдейный призыв. Но карта путешественника откатывается на протяжении 4 часов и не может вас переместить в любую точку из любой точки. Поэтому конь очень важен, но не критично на начальных этапах развития вашего персонажа. Еще имеются летающие грифоны, которые перемещаются по одной траектории. Вам достаточно будет сесть в эту повозку, и он вас отвезет бог его знает куда. И один из видов перемещения — это воздушный шар, который называется небесная повозка. И этот воздушный шар перемещается по определенной траектории, как и грифон. Как вы видите, на панели сверху мобы не изучены. По мере убийства мобов они будут у вас изучаться. Серый волк изучился на Гран С. Увеличение ранга влияет на бонус за знание, но на этом можно зациклиться после прохождения основной цепочки квестов. За задание мы получили расширение инвентаря. Такие задания ограничены. И как мы видим, инвентарь у нас тоже ограничен. Расширяется 2 способами. За квесты, если я не ошибаюсь, можно до 86 ячеек его расширить, а за донат на 196 ячеек. Но не торопитесь тратить свои кровные. Не факт, то, что вы будете играть на этом персонаже. Обратите внимание на мини-карту. Знак вопросика — это неизученный NPC. Красные кругляшки — это мобы, а желтые кругляшки — это мобы, которые нужны нам по квесту. Обновили, погнали дальше. Берем сразу же дополнительные задания. Если навестись мышкой на задание, тут будет стрелочка. Прожав стрелочку, она будет вести вас к нужному NPC. Доктор Доза, западному лагерю нужна помощь. Ты будешь добровольцем, и мне плевать, что ты думаешь об этом.
Достигли 10 левела. Что следует качать на всех персонажах? Это в первую очередь пассивные умения. По мере прохождения цепочки квестов нас игра будет постоянно одевать. Также можно обратить внимание, что имя некоторых мобов красного цвета, белого, бледно-красного цвета. Есть еще зеленого и фиолетового. Это разница уровня вас и этих мобов. Фиолетовый цвет. Огромная разница между вашими левелами. Вам очень часто придется пользоваться горячей клавишей слэш, кнопкой, которая находится возле правого шифта. Нажмите в любой момент слэш, и я появлюсь. В самом начале у Черного Духа берем абсолютно все квесты. Нам дали премиум набор. Наведя мышкой на премиум набор, можно почитать, что он дает. Активирую. И премиум набор, который дается на один день первый раз, дает дополнительное задание от тучки, за который дается уже премиум набор на 7 дней. Данный премиум набор не рекомендую использовать, пока вы не пройдете всю цепочку квестов. Он вам в будущем очень пригодится. Пещера бесов. Уничтожить стальных бесов 50 штук. На начальных этапах, если вы приходите на спот и вам постоянно кто-то мешает, и как правило на канале Оливия всегда много новичков, рекомендую сменить канал. Escape, серверы, и выбирайте абсолютно любой канал. Второй способ, как вы можете поменять канал. Над картой нажимаете Оливия и можете менять канал. Можно смело переходить на канал Арша, так как PvP недоступно до 50 левела, и вас никто не сможет убить. Но в начальных локациях практически не бывает народу. Великолепная прорисовка NPC. У него такой противный нос. Фу. Изучили первого босса Красный Нос. Тут же нам предлагают его уничтожить. Подходим к сфере, прожимаем диалог, и вот он, красавец. Сосед, ну ты просто молодец. Ты прям чувствуешь, что я видео пишу? Да, родной, да. Я вот этого ждал, думал, сегодня что-то слишком спокойно. Все бегут, 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 и я бегу. Есть такая территория, как ферма Лоджи. И тут стоит интересный торговец. Камеля Лоджи. Так вот, у этого торговца, в будущем, если вы будете заниматься ремеслом, можно дешево купить первоначальную одежду для ремесла Лоджи. Пояса, сережки, ожерелья, сопутствующие инструменты, также одежда. Здравствуй, маленький. Наш первый город — это город Велия. Это ваша первая столица. Здесь есть аукционист, склад, порт, конюх и всевозможные торговцы. Обо всем поподробней. Каждого NPC, который вам нужен для определенных задач, вы можете найти, прожав лупу. Аукцион. И автопуть приведет вас к нему. Итак, что такое аукцион? Это торговая площадка всех игроков Black Desert, внутриигровыми ресурсами. Есть две вкладочки – покупка и продажа. Разберемся по вкладочкам. Основное оружие. В зависимости от класса покупается основное оружие. Основное оружие вставляется в данную ячейку. К основному оружию относится первая стойка, также стойка наследия. Дополнительное оружие приобретается индивидуально для каждого класса и относится к данной ячейке. И данный предмет добавляет урон к первой стойке, к пробужденной стойке и к стойке наследия. Пробужденное оружие индивидуально для каждого класса, вставляется в нижнюю ячейку, относится к пробужденной стойке. Доспехи. Шлем, доспех, перчатки, обувь. Шлем, доспех, перчатки, обувь. В игре Black Desert нет четкого понимания в одежде. Маги должны одевать магическую одежду, а воины одеваться в защиту. В этой игре все ходят в одинаковом шмоте, который разделяется по рангам качества. Допустим, доспех. Ставим по цене, от дорогого к дешевому. На данный момент есть доспех Мертвого Бога. Это топовая шмотка. Независимо от уровня персонажа и от класса, ее могут одевать абсолютно все, так же как и весь остальной шмот. Основное понятие — это как босс шмотки. К ним относятся шлем Геаса, шлем Грифона, шлем Черной Звезды, доспех Красного Носа, доспех Гигантского Древня, доспех Черной Звезды, доспех Мертвого Бога. Перчатки. Наручи Пхега Либры, Черной Звезды. Обувь. Маскан и Аргон. Также относятся к основным боссовым сетам. Оружие Черной Звезды, Офин и Кзарка. Дополнительное оружие. Кутум и Нубер. Пробужденное оружие. Оружие Черной Звезды, Каранда и Убийцы Драконов. На данном развитии вашего аккаунта не заморачивайтесь по поводу всех этих шмоток. Все остальные шмотки ниже боссового ранга не очень. Далее, бижутерия. Ставим по цене. Вся бижутерия Маноса — это ремесленная бижутерия, а вся золотая бижутерия — это боевая. Вкладочка материалы. Здесь продаются материалы для крафта в алхимии и в кулинарии, плюс дополнительный крафт. Усиление и печать. В данной вкладочке продаются товары для того, чтобы улучшать вещи на вашем персонаже. К этому можно отнести и печать. Вкладочка жемчуг. Это донатные предметы, которые выставляют
выставляются на аукцион для получения серебра. В данной вкладочке вы можете сделать только одну ставку. То есть 5 костюмов одновременно вы не сможете купить, только по одному. Выкладываются редко, но выкладываются. Расходные. В данной вкладочке в основном продаются предметы алхимии и кулинарии. Инструменты. Вкладочка для ремесленников. Алхимические камни. Это дополнительные предметы, которые можно вставлять в экипировку вашего персонажа. На примере сердце Велла дает атаку плюс 3-3, плюс дополнительные эффекты. Игнорирование сопротивления, скорость атаки, навыков, меткость и атака. Данные предметы вставляются в центральную ячейку алхимический камень. На начальных этапах я вам рекомендую ставить алхимический камень, простые камни, камень разгрома. Их на аукционе, как правило, достаточное количество. Но эффект от этого камня: атака 6, меткость 8, скорость атаки и навыков по 4%. Инкрустация. Камни инкрустации вставляются в ячейки оружия либо доспехов. Есть разделение на оружие, доп. Оружие, пробужденное, шлем, доспех, перчатки, обувь, любой предмет. Краски — это все вкусовщина. И очень редко выставляются сюда товары. Животные. Есть сертификаты на дракончиков и верблюдов. Верблюд — ездовое пустынное животное, дракончик — это питомец. Корм. Органический корм, хороший корм. Данные предметы нужны для кормления собирающих питомцев. Шлем, доспех, седло, стремя, подковы — это все аксессуары для вашего коня, которые будут увеличивать его скорость, выносливость и все сопутствующее. Вкладка лодка. Здесь можно приобрести сертификаты для водного транспорта. Вкладка повозка. Здесь приобретаются сертификаты для торговых повозок. Мебель. Всевозможные аксессуары для вашего дома. Чтобы приобрести на аукционе товары, на складе аукциона у вас должно быть серебро. Внизу склад серебра аукциона. Вы можете забрать их в свой инвентарь, либо положить на склад из своего инвентаря или из склада той территории, на которой вы находитесь. Таким образом перемещается серебро от склада аукциона в ваш инвентарь или в инвентарь на склады и обратно. Дальше по аукциону. Внизу есть вкладочка «Склад аукциона». Прожимаем. Право — это общий ваш склад аукциона. Он не бесконечный, имеет ограничения, но вмещает очень много товаров. Допустим, маятник Элси. Хочу продать. Закидываю его на склад аукциона, нажимаю «Продажу». Он высвечивается вот в этой колонке. Чтобы изначально узнать стоимость этого товара, вы можете навестись на него мышкой. И тут есть пунктик. Стоимость сделки 77 тысяч. Нажимаю на данный товар. В данной колонке отображается с правой стороны количество штук, которые хотят купить, с левой стороны количество продаваемых. Выставить. Да, на нашем складе аукциона прибавилось 65 тысяч, хотя он продавался за 77 тысяч. Объясняю. Стандартная комиссия на аукционе составляет 35%. Что бы вы ни продавали, у вас от стоимости сделки заберут 35%, но использованный премиум набор даст вам 30% от стоимости выручки. То есть, если бы мы продали предмет без использования премиум набора, мы бы получили 50 тысяч 50, но премиум набор нам добавил 15 тысяч 015, что и составило выходную цифру 65 тысяч 065. Чтобы не заморачиваться в будущем, сколько вы получите серебра от продажи предметов с премиум набором, вы стоимость продажи делите на 100 и умножаете на 84,5%. Выручка с аукциона составляет с использованием премиум набора 84,5%. Единственное, за что аукцион не забирает проценты, это продажа донат предметов шопа. Если вы купили белочку, ее можно выставить на аукцион, то вы получите чистую прибыль сделки. Ля какая. Вы можете вступить в любую гильдию, которая себя рекламирует в мировом чате. И если там будет такой пункт «Гибафы ПВЕ гильдия», то это должна быть, несомненно, ваша первая гильдия. Из нее можно выйти в любой момент. В моем же случае я вступлю в свою гильдию. Чтобы вступить в конкретную гильдию, вам нужно находиться на одном канале с человеком, который будет вас принимать. Пишу в мировой чат. Вам прилетает обычный контракт на прием в гильдию. Важные параметры в этом контракте. Период 365 дней. В течение данного времени ваш контракт не иссякнет, и все бафы от гильдии будут работать. Не обращайте внимания на комиссию, гонорар — это мелочь. Нажимаем подтвердить. Дальше подробности о гильдии я покажу на своем основном аккаунте. Уф, шоколадка. Интерфейс гильдии. В этой части будут находиться принятые и объявленные войны другим гильдии. Чтобы выйти из гильдии, достаточно прожать на данный значок. Члены гильдии. В гильдии есть звания: глава гильдии, советник,
замглавы гильдии. Все эти звания могут брать дополнительные квесты, объявлять войну другим гильдиям и выгонять игроков, имеющих статус снабженец и ниже. Снабженец, рядовой, ученик. Когда вы только вступаете в гильдию, у вас будет статус ученик. И только через 15 дней вы можете стать рядовым. А рядовому можно уже дать статус замглавы. Параметр активность. Если вы будете выполнять гильдейные квесты, у вас будет возрастать активность. Вам могут увеличить ваши ежедневные выплаты в 2 раза. Обязательно следите за своим договором, чтобы у вас была желтая галочка. Если у вас будет синяя галочка, то все гильдейные бафы на вас не будут действовать. Плюс вы не сможете выполнять гильдейные квесты. Если вы рядовой, то вам может обновить любой замглавы. Вкладка задания гильдии. Когда вы фармите мобов на определенной территории, и на этой же территории можно взять гильдейный квест. Гильдейные квесты есть не на все территории фарма. Серебро дается в награду. 50% этого серебра уйдет в фонд гильдии, 50% уйдет на ваш аккаунт. Получить его можно, прожав кнопочку «Получить гонорар». Дополнительно имеются ремесленные задания, где также за выполнение можно получить серебро. Навыки гильдии. То, ради чего нужно вступать в гильдию. Если вы вступили в раскачанную гильдию, где есть все бафы, то у вас будет дополнительная меткость 5%, вся атака плюс 5, увеличение количества хп на 100, снижение урона на 5 и уклонение на 5. Распространяется на весь аккаунт. Дополнительные бафы от гильдии. Это сбор, рыбалка, который разгонит на вашем аккаунте до максимума данный параметр. И вы сможете быстрее рыбачить и быстрее собирать. Хотя бы ради бафов в гильдию стоит вступить. С вами был Доктор Доза. Увидимся в следующих гайдах и на стримах. Всем пока!